Привет, дорогой легонавт! Если ты легонавт, который любит месить грязь, то этот контент для тебя. Потому что сегодня я вывез в грязь целых 5 лего-внедорожников. Изначально все было задумано ради него. Я хотел сравнить его с аналогичными моделями прошлых лет, а также одной из своих самоделок. Для этого, как мне казалось, я выбрал идеальные условия – камни, песок и лужи. О каждой модели я буду рассказывать по ходу видео, поэтому сразу переходим к первой трассе. Это насыпь из битого кирпича и кусков асфальта. Дорога мечты для жителя любого загородного дома. Как дань уважения старшим, первым был 9398, первый радиоуправляемый полноприводный автомобиль LEGO Technic. Набор 2012 года, и в данном видео на данных препятствиях он ехал на стоковой трансмиссии, за исключением того, что я поставил сюда колеса RC 108 мм грязевые. И так как он был с открытыми дифференциалами и со стандартным понижением в порталах 12-20, я дал ему Buvis 2.0, который я использовал по большей части в режиме Normal, иногда в режиме Fast, чисто для фана. Модель, на удивление, хорошо прошла трассу. Отсутствие блокировок дифференциалов, то есть открытые дифференциалы, компенсировалось большим ходом подвески. Несмотря на то, что здесь стоят самые жесткие амортизаторы, которые когда-либо были, за счет их расположения, они расположены очень близко, у нас получается очень большой ход подвески, при этом она очень мягкая. Мы видим, как машина легко качается. Как раз из-за этой мягкости машина пару раз кувыркнулась на бок, но в целом прошла все очень бодро. А это модифицированный 41999 в черном цвете и со снятым передним бампером. Ну и ряд других внешних модификаций, но в целом это та самая модель. Как вы знаете, она построена на шасси предыдущей модели 9398, но здесь есть ряд важных модификаций. Первое, это в порталах стоят понижения 8.24 вместо 12.20, а также отсутствуют дифференциалы. На их месте стоит просто передача 12.20. Ну и, конечно же, вы не могли не заметить, это самые большие колеса LEGO Technic, так называемые Power-пуллеры, их размер 108 мм, они очень тяжелые, их вес одного колеса составляет примерно 180 грамм. А питание здесь стандартное, это 6 пальчиковых аккумуляторов IKEA и инфракрасный приемник сигнала V2 второй версии. Блокировка дифференциала, несмотря на то, что она тут есть, она была по сути здесь излишней, потому что она мешала, ухудшала маневренность. А почему она не нужна была? Потому что здесь огромный ход подвески, как на предыдущей модели, все стандартно, плюс тяжеленные колеса, которые практически никогда не отрывались от земли. То есть у нас модель всегда 4 колесами стояла на земле, поэтому о проскальзывании речи не было, тем более учитывая такой широкий размер покрышки. Ну и еще один важный момент, который здесь следует упомянуть, это то, что вес 4 колес составляет почти 800 грамм, а это минимум, если не в 2, то может быть даже в 3 раза тяжелее, чем верхняя надстройка кузов. То есть у нас модель по сути некая неваляшка, где низ получается тяжелее верха, и перевернуть эту машину просто нереально.
Ну а это самоделка, сами знаете. Toyota! И вы знаете, это самая слабая модель здесь среди всех представленных, потому что здесь всего один ведущий мотор. Забегая вперед, скажу, на всех машинах, на всех остальных 4 моделях там стоит по 2 мотора на привод. Здесь же всего один XL-PF мотор, ну и трансмиссия здесь в мостах дифференциалов нет, просто стоит 12-20 и в порталах 8-24. Колеса, как видите, здесь примерно 90 мм RC4WD Mod Slinger. Почему не 94? Потому что тяги здесь, так скажем, с трудом в натяг хватает на вращение 94-х колес. Поэтому колеса чуть меньшего размера, как эти, они здесь идеальны. То есть машина и не стопорится, и едет хорошо. Питание здесь тоже, по сути, было самое слабое, потому что везде стояли либо бувис, как на первой модели, либо 6 свежезаряженных аккумуляторов IKEA, которые в совокупности давали, ну, никак не 7,2 вольта, как здесь. Здесь стояла литий-полимерная леговская батарея, перезаряжаемая батарея и стандартный V2 приемник. Даже нет, V1, по факту был V1. То есть это реально был самый слабый автомобиль среди всех 5 участников. Но это прямо old school, потому что здесь нет сервы, здесь XL на привод и M-мотор на движение. При этом здесь даже порталы сборные, не те самые модные детали от Unimog модели, а сборный олдскульный портал. Плюс данной конструкции, что она легко ремонтируется, а поврежденные изношенные детали легко выкидываются и заменяются. В отличие от порталов, которые, если умирают, то с ними ничего уже не сделать. Я уж молчу про планетарки. Но с другой стороны, у этой модели есть преимущество. Она здесь самая легкая. Веса не скажу, но она реально легкая. И при этом ходы здесь очень хорошие. В общем, это простой, надежный, олдскульный внедорожник. Одним словом... Это божественная Toyota! 42099 это самый ближайший соперник Zetros, потому что здесь стоят те же самые планетарные редукторы, плюс та же самая система электрики Control+. Эта модель далеко не стандартная, потому что в стандартном виде я бы даже не взял ее на тест. Она, по сути, была бы такая же, как 42070. Даже нет, еще хуже, быстрее, еще менее тяговитей. Что у нас здесь сделано? Здесь максимальный тюнинг, который вы можете посмотреть в одном из последних видео про данную модель. Ссылка будет в каком углу, в левом или в правом? Питание от 6 батареек IKEA перезаряжаемых. Здесь стоит максимальное понижение 2 раза 12-20, и я заблокировал дифференциалы. Они стоят, но просто они заблокированы. Ну и как вы видите, огромные колеса, самые большие колеса из всех, которые были на этих моделях вокруг меня, это 120 мм Duratrax Deepwood. Но, несмотря на паровозную тягу, модель регулярно садилась на передний мост. Вы видите, что тут клиренса практически нет. Ну, в общем, это его ахиллесова пята.
Ну и сам герой данного видео — это Zetros. Zetros в полном стоке, за исключением колес. Колеса здесь 90 миллиметровые RC, какие-то дешевые ноунейм покрышки, ну это мудовая резина МТ. Стандартный режим, естественно, я заблокировал задний дифференциал и средний, и вот так вот ехал всю трассу. Из тюнинга здесь только блокировка капота, дверей. Мы перезакрепили амортизаторы в предыдущем видео, вы могли это видеть, если не видели, обязательно посмотрите топ-5 легких доработок данной модели, которые вам обязательно пригодятся. Ну и, конечно же, задний мост, он тоже модифицирован по последнему видео. В общем, ничего здесь не хрустело. Эта модель пару раз умудрилась кувыркнуться на бок на одном и том же препятствии и также садилась на мосты, потому что клиренс здесь, как вы знаете, маленький. Почему не ехал на стандартных колесах? Потому что они еще меньше, чем вот эти колеса, и клиренса там вообще не остается. Ну и, конечно, нужно помнить, что здесь большая колесная база, которая также является проблемой, потому что вы можете просто сесть на кирпичное пузо. Второй участок был песчаный. Я ожидал, что этот участок будет для многих ловушкой, потому что обычно колеса подкапывают песок, и машина зарывается, садится где-то на мосты, на раму и так далее. Особенно, когда мы едем в горку, очень часто этот песок действительно раскапывает. Однако дожди шли несколько дней, поэтому песок промок на очень большую глубину, и даже всковырнув верхний слой песка, сухого песка там снизу не было. Поэтому всем моделям повезло, и вот эти песчаные перепады, овраги и два подъема. Первый подъем был не такой крутой, как второй, поэтому первый все прошли уверенно, а вот на втором подъеме некоторые машины шли в натяг. Например, Toyota, в которой, как я сказал, всего один PF XL мотор, а также тяжеленный 41999.
Еще один момент, который тут явно прослеживался, это то, что у машин у всех разный радиус разворота, поэтому в одном из поворотов на трассе, где нужно было очень круто развернуться, лучше всех показал себя 93-98, потому что у него оба моста поворотные. Плюс там были разблокированы дифференциалы, это значит, что в повороте никакие колеса не проскальзывали, не тормозили машину. Все остальные модели в данном обзоре, они имели как минимум задний заблокированный мост и только передняя поворотная ось. У этой модели, несмотря на то, что у нее обе поворотные оси были, она тоже проходила с трудом, потому что у нее заблокированный дифференциал, это раз, во-вторых, тяжеленные колеса, то есть эти колеса нередко сопротивлялись даже повороту рулевой системы и просто тупо не реагировали. Кстати, Toyota прошла относительно легко только потому, что у нее легкий вес. При крутом повороте она сопротивлялась колесами ввиду отсутствия дифференциалов, но ехала. И, кстати, у новых моделей, у Zetros и у 42099, как вы знаете, там в переднем мосту используются не карданы, а шрусы, у которых угол поворота гораздо меньше, чем у карданов. Поэтому угол поворота колес на олдскульных моделях, в том числе на Toyota, он был больше. 어떻게 된 거니 정말 이별
Ну и третий участок был самый экстремальный, потому что это была вода, на дне которой должна была быть жижа. Лужа была глубиной больше 2 сантиметров. Это значит, что вода доходила как до порталов, так и для планетарных редукторов. Вообще, вот такая вот песчаная жижа, песчано-глиняная жижа — это самое страшное для лего, потому что эти мелкие песчинки, попадая в механизмы, в закрытые, как ступицы, они там приводят к необратимым повреждениям, если, конечно, сразу же не промыть водой. Планетарные же редукторы вообще нельзя разобрать, по сути, они непромываемые. Все машины прошли лужу отлично, после лужи они проехали по берегу и потом поднялись на небольшую горочку. Никто не застрял, единственная была проблема у Зетроса. Он каким-то образом потерял крепление одного из передних рычагов, там даже на видео это видно. У нас он просто болтался, и из-за этого мост не был хорошо стабилизирован, и на одном из подъемов, когда была нагрузка на машину, у нас просто вот этот вот раздвижной кардан соскочил с оси, ну и мы потеряли передний привод. В целом все машины прошли трассу отлично, однако у меня задумка была другая. Я хотел, чтобы они проехали трассу с максимально большим разбросом по результатам, то есть кто-то без блокировок, у кого-то мощности мало и так далее, то есть чтобы проявились все плюсы и недостатки каждой модели. Видимо, в следующий раз придется трассу продумать лучше, чтобы показать вам максимально разносторонний триал на разных машинах. Не забудьте подписаться на мой канал и оставить ваши комментарии снизу. До скорого, пока!